Приветствую всех на канале. Думаю, в каждом здоровом мужике все еще живет тот шкодливый пацан, который стрелял из рогатки, воровал яблоки у соседской бабы Мани. Но у кого-то он сидит где-то глубоко, под ворохом проблем. Кто-то его прячет намеренно, но при виде какой-нибудь настоящей мужской игрушки, будь то мотоцикл, бронетранспортер, нож или арбалет, в глазах пробегает эта детская искорка. И хочется пощупать, покататься, пострелять. Поэтому сегодня хотел рассказать о вот таком своем арбалете. Делал я его достаточно давно, когда только начинал заниматься столяркой. Приобрел первые инструменты. Делался он вообще из подручных материалов. Все, что смог найти. Ну, сейчас все подробненько о нем расскажу. И да, небольшой спойлер. В деле я уже снял о нем видео. К сожалению, YouTube ограничил монетизацию по видео с тестами и испытаниями данного арбалета. А следовательно, продвигать его он не будет. Но ролик будет в открытом доступе на канале. А чтобы его долго не искать, ссылочку я оставлю в описании. На канале также есть ролики о других арбалетах. Ссылочки будут в описании. И еще я их объединил в плейлист. Ссылочка на него выскочит в конце. Так, непосредственно по арбалету. Силовая часть. Это распиленная пополам рессора длиной по 400 мм. Сделаны два отверстия. Очень долго я их сверлил твердосплавным сверлом. Но не отпускал металл, не нагревал. Сверлил с водичкой. Немного сточено. Также болгаркой, шлифовальным кругом. И обе части, обе рессоры прикручены на основание, собранное из уголков. Никакой сварки, все сделано на болтах. Также сделал еще перемычку железную. Тоже кусок уголка просто отпилил, кусок металла. Саму рессору я даже не покупал, а выменял в сборе, в комплекте, рессору от Москвича на такое же количество металла на металлоприемке. Так что рессоры еще есть, и на них у меня есть планы. Стремя тоже кусок уголка, пластина выпилена болгаркой. Для облегчения хоть какого-то просверлил отверстие там, где это не нарушит прочности конструкции. Тетива — это трос металлический. Как-то у нас упал столб недалеко от дома, и на нем был такой трос. Я по-хозяйски его подобрал. Мне по одному арбалету писали, на нем стоит такая же тетива из троса, что трос будет растягиваться. Нет, не будет он растягиваться, потому что внутри таких натяжных тросов всегда стоит какой-то композитный материал. Точно не знаю, как он называется. Кто в курсе, в комментариях, пожалуйста, напишите. И эти тросы предназначены для натяжения, то есть они растягиваться в принципе не должны. Тем более на таком коротком расстоянии. Здесь 600 мм. Для крепления к самой рессоре, отверстия здесь родные, которые были в рессоре, придумал вот такую систему. Это автомобильный болт с гайкой, в которой пластик, чтобы она не откручивалась. Я просто его обточил и просверлил отверстие. А трос зажал вот такой вот муфточкой. Продаются в каждом хозяйственном магазине. Не знаю, хорошая, плохая система, но, по крайней мере, она работает. Оговорюсь еще, что арбалет делал я уже лет 10 назад. Также сделано из того, что было под рукой. Это береза, из каких-то поддонов,
какая-то упаковка старая. Все склеено из кусков, выпилено лобзиком, обработано рашпилем и наждачкой. На канале есть ролик по арбалету с обратными плечами. Там я уже показывал, как я делал подобную деревяшку к арбалету из старого поддона. Ссылочка будет в описании. В этом механизме также нет ничего нового. Профильная труба и толстый металл. Сейчас выскочит схемка, как это все работает. Держатель, он же с пропилом для прицела, это какая-то нержавейка, которая валялась, я даже не знаю, откуда она. Просто прикрутил ее на шурупы. Размеры, параметры. Разброс по плечам 740 мм. Тетива, я уже говорил, 600 мм. Длина 765 мм. Ход тетивы до конечной точки 200 мм. Натяжение в конечной точке 30-33 килограмма. Все-таки это игрушка, и проблемы с законом нам не нужны. По нашему законодательству какие-то разрешения, прохождения комиссии, получения охотничьего билета требуют арбалеты с мощностью, превышающей 43 кг силы. Этот арбалет не дотягивает до такой цифры, следовательно, никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему быть не должно. Несмотря на кажущуюся массивность, его вес всего 4 килограмма. Ну что, вот такая у меня получилась игрушка. Жду ваших отзывов в комментариях, оценок. Обязательно подписывайтесь на канал. Это мой не последний арбалет. Хочется попробовать из стеклоарматуры. И еще много других планов. Очень интересен арбалет, как у Милы Йолович. Интересно, будет ли эта схема работать не только в кино. Обязательно сделаю, выложу на канале. Ну и всем добра! Да я уже достаточно не молод. Нет, я уже не молод, но достаточно об этом.